Привет! Сегодня у нас, как всегда, очень простой и вкусный рецепт. Это просто шикарная запеканка из цветной капусты. Так как цветную капусту очень часто можно найти в отделах с заморозкой, этот рецепт можно будет готовить всю зиму. И он, кстати, отлично подойдет на праздничный стол. Для запеканки нам понадобятся такие вот продукты. Цветную капусту вымыть, разделить на соцветия и отварить до готовности. Красный лук нарезать кольцами, залить уксусом и оставить хотя бы минут на 15. В блендере измельчаем тофу с чесноком, оливковым маслом, специями и зеленью. Добавляем к смеси муку. Затем постепенно вводим молоко, пока масса не станет однородной. В конце нарезаем зеленый лук и вмешиваем. Обратите внимание на консистенцию теста. Оно должно быть вот таким, не слишком жидким, но и не слишком густым. Слишком густое тесто не будет достаточно текучим, чтобы проникнуть внутрь запеканки. Слишком жидкое может не пропечься. Регулируйте густоту теста, добавляя молоко или муку по чуть-чуть, если в этом есть необходимость. Форму для выпечки выстелить пекарской бумагой. Хорошо смазать стенки формы маслом. У нас кокосовое. Выкладываем на дно формы отваренную капусту и сверху заливаем нашим тестом. Для того, чтобы тесто лучше протекало внутрь запеканки, постукивайте формой об стол. Это поможет тесту лучше распределиться внутри формы. Украшение подобной запеканки луком я подсмотрела у одного британского шеф-повара. Но мариновать лук в уксусе – это моя идея, и я ей очень горжусь. Он на вкус будто бы лук из нашего рецепта соевого шашлыка, и он очень по-особенному дополняет нежный вкус запеканки. Выпекать при температуре 200 градусов около часа до румяной корочки. Получается очень красиво, можно даже сказать празднично, так что этот рецепт подойдет как на завтрак в выходной день, так и в качестве основного блюда для особенного ужина, праздника или встречи с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал. А если вам нравится то, чем мы занимаемся, подписывайтесь обязательно на нашу страничку на Патреоне. Там у нас тоже много интересного. Спасибо за просмотр и пока!